Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот такую вот сумочку бочонка. Это вот такая вот кошечка, лапки вместо подставочек, с хвостиком. Она не помещается, очень хорошо держит форму. Вот на пуговичке. Вот можно положить. Вот такая вот оригинальная сумочка. Она небольшая, как бы идет как клатч, можно сказать, в оригинальном оформлении. Я купила репсовую ленту. Она продается на Алиэкспресс любого цвета. Вот. И вот такая вот кошечка милая получается. С вот такими вот лапками в форме подставочек. Вернее, подставочки в форме лапок. Вот такая вот кошечка. То на сумочку пошло 2,5 мотка пошло пряжи. Полностью. Это я сложила и основного цвета, и молочный. А если будете вязать еще и ремешок, то еще больше понадобится. Понадобится 3 мотка пряжи. Я ее наполнила. И вот такая вот очень интересная формы получается с хвостиком сумочка. Если вам нравится такая вот сумочка, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Для вязания кошечки, сумочки нам понадобится 2 цвета. Это вот такой вот кофейный цвет и молочный у меня. Этикеток у меня нету, но у меня пряжа вся на 100 грамм 120 метров. Любого производителя выбираете пряжу на 100 грамм 120 метров. Цвет кошечки сумки вы выбираете самостоятельно. У меня это такой вот кофейный и молочный. Я буду совмещать вместе для того, чтобы была кошечка интересней. В качестве ремешка у меня это метровая репсовая лента. Если я правильно вспомнила про эту вот ленту. Она идет очень плотная, она не растягивается. Вот такая вот лента. Она продается на Алиэкспресс, на метраж, поэтому очень хороший вариант для лямочки на сумку. У меня это будет молочного цвета лямочка. Ширина лямочки 3 сантиметра. 3 сантиметра ширина лямочки. И понадобится метр такой вот ленты. Также нам понадобится глазки 14 миллиметров с голубой такой вот подложкой блестящей, пуговица для сумочки и вот такие вот полукольца, тоже 3 сантиметра. Вот такие полукольца. Также нам понадобится ниточка для утяжки, для вышивания ресниц, бровей, ножницы, маркер, 2 иголки, иголка для утяжки и для пришивания с толстым ушком. Также нам понадобится крючок 4,5. Давайте приступим. Начинаем с основы нашей сумочки. Значит, я беру цвет нашей сумочки, в данном случае это кофейный цвет, крючок 4,5, кстати, я, наверное, забыла сказать, что крючок 4,5 я вяжу, вот, и набираю цепочку из 35 воздушных петель, набираю 35 воздушных петель, цепочку из 35 воздушных петель. Итак, набрала я цепочку из 35 воздушных петель. Теперь с 3 петли от крючка я провязываю 33 полустолбика с накидом. Делаю накид, отсчитываю 1, 2, 3. И вот в 3-ю петлю я провязываю 33 полустолбика с накидом. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, я провязала 33 полустолбика с накидом. Теперь делаю 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и в обратную сторону я провязываю точно так же 33 полустолбика с накидом. И вяжем вот такое вот полотно, вот 33 ряда, со 2 по 33 ряд. То есть не пропускаем ни одной петельки.
вот в первую петлю я провязываю вот до конца ряда. То есть и таких рядов нам нужно связать 33 ряда. И в каждом ряду 33 полустолбика с накидом. Давайте так провяжем такое полотно. Итак, связала я 33 ряда полустолбиками с накидом. Вот такое полотно получилось прямоугольное. Оно получилось с двух сторон одинаковое, поэтому центральную, вернее, лицевую сторону вы выбираете самостоятельно. То есть какая у вас будет лицевая сторона. Итак, продолжаем вязать. Значит, набираем 2 воздушные петли, разворачиваю вязание и 34 ряд провязываем так. Точно так же я провязываю 5 полустолбиков с накидом. Маркер я поставлю вот в 33 ряду. Потому что сейчас мы с вами будем вязать клапан. И чтобы знать точно, где у нас заканчивается 33 ряд, вот я сюда ставлю маркер, 33 ряд. Провязываю, первый провязала, дальше второй полустолбик с накидом, третий, четвертый и пятый. Дальше провязываем 23 столбика с накидом. 23 столбика с накидом. Раз, два, три. Давайте так провяжем 23 столбика с накидом. Итак, провязала я 23 столбика с накидом. Теперь в конце остается 5 петелек. Я провязываю 5 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и последние 5. Провязали мы с вами первый ряд нашего клапана. 35 ряд. 35 ряд. Набираю 2 воздушные, разворачиваю вязание и начинаю вязать. И начинаю вязать 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте так провяжем 8 полустолбиков с накидом. Итак, провязала я 8 полустолбиков с накидом. Теперь провязываем 17 столбиков с накидом. 17 столбиков с накидом. Раз, два. Давайте так провяжем 17 столбиков. Провязала я 17 столбиков с накидом. Теперь в конце провязываем 8 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Второй ряд клапана провязали. 30, это будет 36 ряд. В 36 ряду вяжем так. 2 воздушные петли, разворачиваем вязание и провязываем 11 полустолбиков с накидом в начале. 11 полустолбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Ой, да, 11. Так, теперь провязываем. Значит, провязываем 11 столбиков с накидом. Делаю накид и провязываем 11 столбиков с накидом. Раз,
2, 3. Так, нужно провязать 11. Итак, провязала 11 столбиков с накидом. Теперь дальше до конца ряда я провязываю 11 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так провяжем до конца. Итак, 37 ряд. В 37 ряду опять набираю 2 воздушные, разворачиваю вязание и провязываю 14 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так провяжем 14. Итак, провязала я 14 полустолбиков с накидом. Теперь давайте провяжем 5 столбиков с накидом. 5 столбиков с накидом. 1, 1 столбик с накидом, 2, 3, 4 и 5. Провязали. Теперь до конца ряда провязываем 14 полустолбиков с накидом. Итак, вот такой клапан у нас получился. Вот. Теперь будем делать обвязку столбиками без накида по всему периметру. Маркер при этом мы не убираем. Я делаю воздушную и начинаю обвязку по всей детали столбиками без накида. Провязываем так, чтобы не было у нас стягивания детали. Столбиками без накида. Вот так по всему периметру. Снимаю маркер, провязываю и ставлю маркер обратно, чтобы не потерять начало клапана. И вот так вот провязываем по всей детали. Довязав до уголочка, я провязываю в уголочек 3 столбика без накида в уголочек. Давайте провяжем до уголка. Итак, довязала я до угла. Вот у меня остается 1 петелька. Я сюда провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Разворачиваю деталь и по второй стороне до угла я провязываю в каждую полупетельку столбик без накида. Хвостик вяжу вместе. Давайте так провяжем. Итак, довязала я до угла, остается 1 петелька. Я сюда провязываю в уголочек 3 столбика без накида. И теперь по второй стороне я провязываю до следующего уголочка столбиками без накида. Итак, довязала до угла. Вот в уголочке я провязываю тоже 3 столбика без накида. И теперь нам нужно провязать только клапан. В клапане мы будем делать 1 петелечку для пуговицы посерединке. Вот здесь вот, сейчас я маркером. Там, где у нас вот 5 столбиков. И вот с одной стороны 2 столбика, и с другой стороны. И вот посерединке я буду делать петельку. Теперь провязываем столбики без накида до маркера.
Вот, провязываю столбик без накида, снимаю маркер, провязываю 6 воздушных петель, 3, 4, 5, 6 воздушных петель, и в эту же петельку, там где был маркер, я провязываю еще один столбик без накида. Вот такая вот петелька получается. И дальше до конца провязываю опять столбики без накида. До угла. Так как мы в угол провязали только один столбик, то нам еще нужно провязать 2 в уголочек. Так, провязала. И вот в уголочек я провязываю еще 2 столбика. 1 и 2. Теперь вот в первую петельку предыдущего ряда делаю соединительный, обрезаю хвостик и фиксирую. Все. Давайте спрячем хвостик. Все, вот такой вот прямоугольная основа у нас получилась вместе с клапаном. Можно будет посмотреть, как это будет выглядеть. Мы соединяем вот там, где начало клапана, приблизительно. И вот наш, на таком уровне у нас будет клапан с пуговичкой. Вот такой вот круглый у нас получается. Круглая сумочка будет. Итак, клапан наш готов. Давайте я немножко вот так покажу, чтобы полностью был клапан виден. Вот. Все, теперь давайте с вами свяжем голову. Начинаем вязать голову. Голова у нас будет из 2 частей составлять. Мордочка у нас будет беленькая. Вот, а сама голова будет другого цвета. Поэтому начинаю я с молочной пряжи. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Первый ряд готов, второй ряд. Все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В первую петлю, в первую петельку я ставлю маркер. Первую прибавку я провязала. Дальше вторая прибавка. Подтягиваю хвостик. Третья. Четвертая. Пятая. И последняя прибавка. В конце ряда у нас 12 столбиков. Второй ряд готов, третий ряд. В третьем ряду я буду делать прибавки через каждый столбик. Провязываю столбик без накида, ставлю маркер. В следующую прибавка 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В третьем ряду 18 столбиков. Третий ряд провязан, четвертый ряд. В четвертом ряду я делаю прибавки через каждые 2 столбика. Провязав первый столбик, ставлю маркер. В следующий еще один столбик и в следующий прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. В четвертом ряду должно получиться 24 столбика. Всего 6 повторений. Четвертый ряд провязан, пятый ряд. Пятый ряд провязываю через каждые 3 столбика прибавка. В первый столбик я ставлю маркер. Дальше провязываем 2. Дальше 3. И в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В пятом ряду у нас тоже 6 повторений, 30 столбиков по кругу. Провязали. Шестой ряд.
Снимаю маркер, провязываю 4 столбика без накида. В первый столбик ставлю маркер, 2, 3, 4 и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в конце ряда 36 столбиков. 7 ряд. В 7 ряду снимаю маркер, провязываю 5 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в конце ряда 42 столбика. 7 ряд провязан, 8 ряд. В 8 ряду провязываем 6 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. Дальше провязываю 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, в конце ряда 48 столбиков. Итак, провязала я 8 рядов по кругу на 48 столбиков. Теперь 5 рядов я провязываю без прибавок и убавок, 48 столбиков без накида. 5 рядов по кругу без прибавок и убавок, 48 столбиков без накида. С 9 по 13 ряд. Итак, провязала я 5 рядов. Я уже обрезала ниточку. Теперь мы будем менять на основной цвет. И теперь с 14 по 18 ряд мы провязываем 5 рядов точно так же, без прибавок и убавок, 48 столбиков без накида. Меняю ниточку, я не довязываю петельку. Вставляю другой цвет и продолжаю вязать уже другим цветом. Итак, я должна провязать 5 рядов с 14 по 18 ряд. 5 рядов провяжем уже другой пряжей. 48 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 10 рядов по 48 столбиков, 5 рядов белые, 5 рядов кофейные. Теперь я вставляю глазки. Глазки я вставляю на границе между сменой нити, и между глазками у меня 11 столбиков. Вот если я вот так вот 1, 2, считаем по верхней части, то есть по сереньким, чтобы видно было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот 11 столбиков. И давайте с вами зафиксируем глазки. Так, и я их подпаливаю, чтобы они не повыпадали. На всякий случай я всегда подпаливаю ножку, чтобы застежка не выскочила. Вот. И точно так же делаю с другим глазиком. Все, вот такие вот шляпки у меня готовы. Вот. И теперь давайте продолжаем с вами вязать. Теперь начинаем вязать с вами убавки. Итак, 19 ряд. Провязываем 6 столбиков без накида. В первый столбик ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка.
Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда 42 столбика. Давайте так провяжем. Итак, провязала я. Теперь 20 ряд. В 20 ряду снимаю маркер, провязываю столбик без накида, ставлю маркер на место. 2, 3, 4, 5 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда 36 столбиков. Провязан следующий ряд. Теперь 21 ряд. В 21 ряду я буду делать убавки через каждые 4 столбика. Снимаю маркер, провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно. Дальше 2, 3, 4 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В 21 ряду 30 столбиков по кругу. Итак, я немного набила уже голову. Вот, и теперь провязываю следующий ряд, 22. В 22 ряду мы с вами будем провязывать убавки через каждые 3 столбика. Первый столбик провязала, ставлю маркер. 2, 3 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда 24 столбика. Провязан следующий ряд. Теперь 23 ряд. В 23 ряду я буду провязывать убавки через каждые 2 столбика. Столбик без накида, ставлю маркер. Дальше второй столбик и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В 23 ряду должно получиться 18 столбиков. Итак, провязала я. Теперь следующий ряд, 24. Набила я уже более-менее плотно. Набиваем средней плотности, чтобы сделать утяжку было хорошо и удобно нам. Итак, 24 ряд провязываем убавку через каждый столбик без накида. Один столбик без накида, ставлю маркер. В следующую убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда 12 столбиков. Все, и 25 ряд. Я снимаю маркер и провязываю все убавки подряд. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая убавка. Теперь фиксирую ниточку, обрезаю хвостик. Все, и давайте набьем еще голову. Вот эту вот часть давайте набьем.
Итак, начинаем делать утяжку. Я приготовила длинную иголочку. Вот, и плотную ниточку в 2 нити я взяла. Приготовили голову. Значит, утяжку глазиков мы будем делать с задней части. Вот я отметила себе иголочкой. С задней части. Так как у нас голова будет пришиваться сзади, у нас все утяжки будут на задней части. Смотрите, мы от кольца амигуруми, вот кольцо амигуруми, отсчитываем назад. Смотрим где-то посередине, вот видите, где-то посередине глаз, приблизительно кольцо амигуруми. И теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Между 7 и 8 рядами мы будем делать с вами утяжку. Вот в этой части. Между 7 и 8 рядами посередине глаз. Вот по серединке глаз. Так, убираю все. Вот серединка и серединка. Ну, приблизительно, это не обязательно там. Все, теперь я убираю иголочку, отступаю 1 петельку вот между 7 и 8 рядами и вставляю вот возле глазика. Вот так. Возле глазика. Теперь вставляю вот с другой стороны, а вывожу на 1 петельку дальше. Вот так. Теперь отступаю еще 1 петельку. Вот отступаю еще 1 петельку и вывожу вот с другой стороны глазика. И вот с этой стороны. И вывожу тоже вот где-то вот так. Теперь обрезаю иголочку и просто завязываю вот, делаю мордочку, вот такую вот утяжку глаз. Чтобы она была равномерна. Вот, и завязываю вот таким образом. Поправляю все. Вот. Вот такая вот получается у нас мордочка. Утяжка у нас сзади, почти на уровне глаз. Ну, не на уровне, а вот так. Сзади получается. Все, иголочкой можно спрятать концы. Теперь давайте сделаем утяжку мордочки и носик вышьем. Вышьем или приклеим. Итак, я взяла иголочку. Итак, я приготовила иголочку и уже вставила черную ниточку. Теперь мы будем с вами делать утяжку мордочки. Я вставляю вот сзади иголочку, а вывожу по серединке, где мы хотим сделать с вами мордочку. Вот носик. Вот на уровне
на уровне глаз. Посерединке я вывожу иголку и оставляю хвостик. Теперь вот наше колечко. 1, 2, 3. 3 ряда. 3 ряда от кольца амигуруми. И делаю утяжку мордочки. Делаем так несколько раз, чтобы утяжка зафиксировалась. Вставляю, а вывожу вот там, где у нас вот. Теперь утяжка. Если вам нравится утяжка, все вас устраивает, все, то я фиксирую ниточки, завязываю на узелок и тоже прячу. Тоже все это делаю сзади, чтобы можно было спрятать. Итак, утяжка есть на мордочке. Итак, начинаем вязать ушко. Ушко у нас состоит вот из 2 частей. Все части вяжутся одинаково. Первое ушко я связала, оставила нить для пришивания. Второе ушко я связала беленькую часть. И серенькую свяжем точно так же. Точно такой же часть ушка. Итак, начинаю. Набираю я 2 воздушные. И во вторую петлю я провязываю 2 столбика без накида. Воздушная петля. Разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки подряд. Первая прибавка и вторая прибавка. Воздушная, разворачиваю вязание и провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. То есть без прибавок и убавок, просто 4 столбика. Воздушная, разворачиваю вязание. Теперь в первую провязываю прибавку 2 столбика. Дальше по цепочке 2 столбика без накида. И в конце прибавка 2 столбика без накида. Получается 6 петелек. Делаю воздушную, разворачиваю вязание и провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ушко готово. Ушко готово. Теперь нам нужно вот обвязать вот эти вот 2 стороны. Делаю воздушную и провязываю 1, 2, 3, 4, 5. Так как у нас 5 рядов было, 5 провязываем. В центральную я провязываю 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И по второй стороне я провязываю 5 столбиков без накида.
1, подтягиваю хвостик, 2, 3, 4 и 5 последняя. Вот такое ушко получилось. Вот абсолютно 2 одинаковых ушка. Теперь я прикладываю одно на другое и будем вязать вместе. Вставляю крючок вот в белую деталь и вытягиваю рабочую ниточку, рабочую петельку через белую деталь. Делаю воздушную, и сюда же я провязываю столбик без накида. И дальше я провязываю в каждый столбик вот столбик без накида, в каждую петельку. Так как у нас одинаковое количество петелек, поэтому в каждую петельку я провязываю столбик без накида. Вот так. И последнее. Прячу все хвостики в ушко. Оставляю для пришивания. Вот. Вот и 2 ушка готовы. 2 ушка готовы. Все, теперь давайте свяжем с вами хвостик. Начинаем вязать хвостик. Набираю 2 воздушные. И начинаю с белой. Белое пятнышко у нас будет в конце, поэтому я начинаю с молочной пряжи. Кто не хочет делать пятнышко, делайте однотонным, вяжите. Значит, я вяжу с белым пятнышком, поэтому я набрала 2 воздушные петли. И теперь во вторую петельку я провязываю 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь во второй ряд провязываем столбик прибавка. Провязываю столбик без накида. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю прибавку. 2 столбика без накида в одну петельку. Дальше опять 1 столбик без накида. Следующую прибавка. Это будет уже второе повторение. Таких повторений должно быть 3. И опять столбик без накида. И в последнюю прибавка. Все, теперь третий и четвертый ряд провязываю по кругу без прибавок и убавок 9 столбиков без накида. Ставлю маркер и провязываю без прибавок и убавок 2 ряда. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 2 ряда, теперь снимаю маркер, 5-й ряд. Провязываю 2 столбика без накида, в первый столбик ставлю маркер. 1, 2 и прибавка. 1, 2 и прибавка. Так должно быть 3 повторения. 1, 2 и в последнюю прибавка. В конце ряда у нас 12 столбиков. И теперь следующие 2 ряда я провязываю, 6 и 7 ряд, 12 столбиков без накида. Итак, я довязала. Теперь я обрезаю ниточку и меняю. Будем менять ее на серую ниточку. Присоединяем серую. Не заканчиваем. Заканчиваем серенькой ниточкой.
И дальше продолжаем 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Провяжем так 28 рядов. Если вы хотите хвостик подлиннее, то вяжите длиннее. Но для меня 28 рядов этого будет достаточно. По мере того, как мы будем вязать, набивайте хвостик холофайбером средней плотности, не плотненько, просто чтобы держал форму. Плотно не набиваем. Давайте так провяжем 28 рядов. Итак, связала я вот такой вот хвостик. Вы можете делать его подлиннее, покороче, это не имеет значения. То есть я провязала нужное мне количество длины. Теперь я складываю пополам. И так как у меня 12 столбиков, то у меня должно получиться 6 столбиков без накида, соединяя две стороны. Это будет 2, это будет 3, 4, 5 и 6. Вот так. Теперь обрезаю подлиннее. Вот и фиксирую ниточку. Вот такой вот хвостик получается. Итак, начинаем вязать боковую часть нашей сумочки. Первую часть я уже связала, оставила ниточку для пришивания. Вот такая. И давайте свяжем с вами вторую боковую часть. Значит, я набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь второй ряд, все 8 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первую петлю прибавку провязала и ставлю маркер в первый столбик. И так нужно нам провязать 8 прибавок подряд. В конце ряда у нас получится 16 столбиков. Это третья прибавка, четвертая, пятая, шестая, седьмая и 8 прибавка. Второй ряд провязан, все 8 прибавок, в конце ряда 16 столбиков. Третий ряд провязываем столбик прибавка. Первый столбик я провязала, следующую прибавка. Так нужно провязать 8 раз, 8 повторений по кругу, в конце 24 столбика. Так, третий ряд провязан, четвертый ряд. Снимаю маркер и провязываю прибавку через каждые 2 столбика. Первый столбик провязала, ставлю маркер, второй столбик, следующую прибавка. Так нужно провязать 8 повторений. В конце ряда должно получиться 32 столбика. Четвертый ряд провязан, пятый ряд. В пятом ряду снимаю маркер и провязываю прибавки через каждые 3 петли. Первый столбик провязала, ставлю маркер, дальше второй, третий и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 8 повторений и 40 столбиков в конце. Итак, я провязала шестой ряд. В шестом ряду я буду делать прибавки через каждые 4 столбика, но буду вязать последний ряд полустолбиками с накидом. Делаю накид, провязываю 1, 2, в первый столбик ставлю маркер, 3 и 4,
И в конце прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Последний ряд я провязываю полустолбиками с накидом. 1, 2, 3, 4 и прибавка. 2 полустолбика с накидом в одну петлю. Давайте так провяжем до конца ряда. Итак, я провязала последний ряд полустолбиками с накидом. И теперь снимаю маркер и делаю соединительный столбик и фиксирую ниточку. Очень крышится нитка, не знаю почему. Вот, все. Значит, еще одну деталь мы с вами связали. Боковую часть сумочки. И теперь давайте свяжем ножку. Итак, начинаем вязать лапки. Лапки вяжется 4. Это будут такие типа подставочки. Так как в нашей сумочке присутствует молочный цвет, я решила лапки сделать, смиксовать. Вот, и у меня будет 2 серенькие лапки, 1 беленькая, а 4-ю свяжем с вами разноцветную. Низ будет беленький, а верхушка... Ой, наоборот, низ будет серенький, а верхушка беленькая. Давайте с вами свяжем 4-ю лапку. Итак, набираем 2 воздушные. И во вторую петлю я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первый ряд провязан, второй ряд все прибавки. Каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавку, ставлю маркер в первый столбик. Первая прибавка, вторая прибавка, подтягиваю, третья прибавка, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я и 8-я прибавка. Второй ряд провязан, 16 столбиков по кругу. Третий ряд. Снимаю маркер и провязываю 6 столбиков без накида. В первый столбик я ставлю маркер. 2, 3, 4, 5 и 6. Провязав 6 столбиков. Итак, провязав 6 столбиков, начинаем следующую петлю. Я провязываю шишечку, которая состоит из 3 столбиков с накидом. Делаю накид, провязываю неполный столбик 1, сюда же 2 и в эту же петельку незаконченный столбик с накидом 3. 4 петельки на крючке провязываем вместе, воздушная. В следующую столбик без накида. В следующую опять шишка, которая состоит из 3 незаконченных столбиков с накидом. 2 и 3. Общая петелька, воздушная. В следующую столбик без накида. И еще один пальчик провязываем шишечку из 3 незаконченных столбиков с накидом. В одну петельку провязываю вот так. 4 петельки на крючке провязываем вместе, воздушная и столбик без накида. Теперь до конца ряда провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Третий ряд провязан. Вот такая вот деталь получается. Итак, 4-й ряд. Снимаю маркер. Провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно. Затем 2, 3,
4, 5 и 6. Теперь у нас есть пальчики и столбики между ними без накида. Мы провязываем только в столбики, вот эти без накида. Воздушные петельки мы не провязываем. Делаем такие, можно сказать, убавочки. Вяжем только между пальчиками. В столбике без накида провязываем. Раз. Пропускаем воздушную петельку и провязываем в столбик без накида. 2. И в последнюю точно так же в столбик без накида. 3. Пропуская воздушные петельки. И дальше до конца ряда я провязываю 4 столбика без накида. Это, можно сказать, вместо убавок. Итак, 4-й ряд провязан. Вот такая деталь получается. 5-й ряд провязываем 5 столбиков без накида. Ставлю маркер в 1-й столбик. Дальше провязываю 2, 3, 4, 5. Дальше провязываем 3 убавки подряд. Первая убавка за передние полупетельки. Вторая. И третья. И до конца ряда 2 столбика без накида. 1 и 2. Вторую я не довязываю. Обрезаю ниточку. И будем менять цвет на молочный, чтобы смиксовать 2 цвета. Это по желанию. И теперь 6, 7 и 8 ряд провязываем без прибавок и убавок 10 столбиков без накида. Прячу хвостики. Вот. И провязываем 3 ряда без прибавок и убавок 10 столбиков без накида по кругу. Вот таким вот образом. И затем наполним холофайбером наши ножки. И последний. Так, я обрезаю ниточку и фиксирую. Все, давайте набьем ножку. Вот такая ножка у нас получается. Опять же, по желанию меняем цвет. Можем полностью, можем не 3 ряда, а 4. Ну, то есть это уже на свое усмотрение. Все, давайте набьем. Итак, все 4 ножки связаны. Я их набила уже холофайбером. Вот такую мы связали. Все остальные можно связать по этой же схеме. Все, давайте теперь будем собирать нашу сумочку.